Приветствую вас на канале Техревизор. Ищете монитор? Тогда предлагаю познакомиться с лучшими мониторами LG на 2024 год. Я отобрал 5 разных моделей, которые подойдут под разные запросы. В рейтинг попали мониторы, отличающиеся по цене, диагонали, матрице, частоте обновления, разрешению экрана и функционалу. Все панели отличаются. Есть бюджетная для ежедневных дел, типа полазить в ютубе, посмотреть фильм, полистать соцсети. Для легких рабочих задач, связанных с текстом, таблицами. Модели подороже для профессиональной работы с графикой, монтажом, цветом, проектированием. Ну и для гейминга, в конце концов. Как видите, в рейтинге всего 5 мониторов, но с огромной вероятностью вы возьмете себе на заметку хотя бы 1-2 монитора. Поэтому не потеряйте время впустую. Чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. Начнем с небольшого монитора на 24 дюйма. LG UltraGear 24GN65R. Такие диагонали все реже и реже рассматривают к покупке. А если и покупают, то для офисной работы, любительского гейминга или просто для ежедневного использования. Вот как раз для этих целей и можно рассмотреть этот LG. Он самый бюджетный в рейтинге. Стоит что-то около 15 тысяч рублей на момент выхода ролика. При этом в него поставили довольно приличную IPS-матрицу на 8 бит, которая определяет до 16 миллионов разных оттенков. Поэтому цветопередачей и насыщенностью никаких проблем нет. Разве что черный цвет синит и засветы на темном фоне видны. А так, Full HD разрешение, частота обновления 144 Гц, и вот уже другие ощущения в играх, да и просто при использовании браузером. Картинка получается плавнее привычных 60 Гц, поэтому листание ленты соцсетей, игры и даже офисная работа поначалу приносят небывалое удовольствие. В остальном на помощь приходит Flicker Freak, который уберет мерцание подсветки и сохранит вам зрение, и FreeSync, который подгонит и сгладит кадры, пока ваша видеокарта будет тупить. Мало ли, вдруг 144 Гц дадутся сложновато. Даже HDR завезли. Слабенький, правда, так как яркости экрана не хватает, но хоть чуть-чуть добавит натуральности. Дизайн монитора впечатляет, особенно после обычных офисников за эти деньги. Реально габаритный и злой внешний вид с красными вставками, которые не приемлет Майнкрафт и прочие детские штучки. Его габаритная подставка грубой формы регулируется по высоте на 13 см, поворачивается полностью вертикально на 90 градусов. Можете и на кронштейн повесить. Настенное крепление веса имеется. На 4-м месте LG 27UL500. Вот это уже скорее рабочий вариант, выглядит он соответствующе. Хорошо подойдет для монтажа роликов, работы с графикой, цветокором, проектированием или даже просто для таблиц и документов. Особенно если нужен недорогой вариант по цене, качеству. На первый взгляд все просто. Диагональ 27 дюймов. Частота обновления 60 Гц. Но весь сок кроется в разрешении 3840 на 2160 пикселей. То есть менее чем за 30 тысяч вы получаете отличный рабочий монитор на 27 дюймов с полноценным разрешением в 4К. Да, еще и на такой приличной IPS-матрице, которая распознает еще больше цветов, чем модель с 5-го места. Картинка смотрится по-другому, особенно если до этого вы пользовались Full HD или 2К. Да, и засветов, кстати, практически не видно, так как они минимальны. А так все регулируется, настраивается и адаптируется под потребности каждого. Из приятных дополнений есть Flicker, FreeSync и HDR. Правда, HDR не особо хвалят, но при желании можно просто немного поднастроить, и картинка действительно станет лучше. Главное, чтобы артефактов не было. А вот по внешней части есть некоторые интересности. Например, форма подставки. Такой полукруг вполне вызывает доверие и хорошо удерживает монитор на столе. Да и сам монитор не маленький, поэтому внушает доверие. Только нужно быть готовым к этой подставке. Кому-то она может показаться неудобной или непрактичной. Хотя все это можно исправить, закрепив монитор на стене. Единственный нюанс по внешности смущает больше всего – толстые рамки. Уж больно состаривает его. Но это дело каждого. Кому-то это не важно, кто-то привыкнет быстро. А вот модель для геймеров. LG 27GP850B. Причем совсем не начального уровня. Как раз для тех, кто уже насиделся за простым 24-дюймовым Full HD с 60 Гц и теперь хочет обновиться до чего-то посерьезнее. Конечно, должен быть и ПК соответствующего уровня. Тут уже 2К разрешение на 27 дюймов. Такая картинка требует больше производительности, особенно если вам захочется плавности на 144 Гц. При желании можно разогнать до всех 180 Гц. Вообще жирно получится. Это делается буквально в несколько нажатий, поэтому под словом «разогнать» не подразумевается никаких сложных технических процессов. Матрица при этом здесь стоит среднего уровня. Nano IPS.
Приставка Nano роли особо не играет, но при этом одна из самых быстрых по скорости отклика в своем классе. Для шутеров то, что надо. И даже засветы минимальны. Из недостатков немного пониженный коэффициент контрастности и посредственная равномерность на светлых кадрах. Впрочем, в играх это все глаза не мозолит. Такие тонкости заметит человек, повидавший не одну тройку мониторов. А так, абсолютно нормальная цветопередача с широким цветовым охватом, хорошая HDR, отсутствие мерцаний и приличные углы обзора. Эргономика тоже на месте. Подставка регулируется во всех плоскостях. Правда, немного урезанная. По высоте имеет ход на 11 см, поворачивается в портрет только в одну сторону и наклоняется на пару градусов меньше привычного. Но назвать это критичным моментом тоже как-то не получается, тем более отказываться от покупки. А там уж смотрите сами. Кронштейн и настенное крепление есть. Еще один игровой вариант повыше уровнем. LG 27GP95R. Хоть так и не скажешь. Внешне они почти одинаковые, но в первую очередь бросается безрамочность. Вот с этим моментом LG заморочились. В своем классе редко встречаются полностью безрамочные панели. Обычно же нижняя часть широкая и еще и с названием бренда. Тут решили наоборот скрыть и оставить лишь узнаваемые черты игровых мониторов LG. Но двойная переплата тут идет не из-за безрамочности, а из-за матрицы. Здесь стоит IPS 4К разрешением. Накладываем на это 160 Гц в разгоне и получаем убойного монстра для вашего ПК, которого еще нужно вытянуть. Поэтому ПК здесь нужен реально серьезный. Ну и матрица сама по себе классная. Монитор супер яркий. Пиковое значение доходит до 750 кандел, когда прошлые модели не имели выше 400 кандел. Также здесь очень точная передача цветов. Более того, дисплей показывает не стандартные 16,7 миллионов оттенков, а целых 920 миллионов. При этом хорошая равномерность подсветки что на белом, что на черном фоне. Так что засветы не будут бросаться в глаза. Ну и прибавляем к этому помощников в лице FreeSync, Flicker Free и даже G-Sync, которые так часто игнорируют производители. G-Sync — это тот же FreeSync, только для видеокарт NVIDIA. А для более комфортного использования предусмотрена все та же эргономика в лице портретного режима и регулировки по высоте. Также есть DisplayPort и парочка HDMI последней версии для подключения к телевизору и так далее. И даже пара USB для всяких мышек, клавиатур и так далее. В общем, только цена кусается. Но 4К 160 Гц на точной, яркой IPS-матрице тоже стоит своего. Ну и первое место я решил отдать рабочему монитору из дорогого сегмента LG 32UN880B. Вот он уже отличается от прошлых игровых зверюк. Как минимум таким интересным кронштейном, а не обычной подставкой. Бояться его не стоит. Конструкция металлическая, крепкая, держит монитор как надо. При этом дает возможность больше играться с регулировкой расположения дисплея. По высоте ходит на 13 см, поворачивается в портретный режим, наклоняется на все 25 градусов, еще и выдвигается вперед. Поэтому такой кронштейн действительно имеет свои плюсы перед обычной подставкой. За что еще мы платим приличные деньги? Опять же за матрицу. Тут стоит по сути та же навороченная IPS, как и в прошлой модели с 4 места, но с урезанной частотой обновления до 60 Гц. Но есть еще одна важная фишка, за которой так гонятся любители максимальной точной цветопередачи. Полноценная аппаратная калибровка со специальной таблицей и сохранением на чипе самого монитора. В общем, фича только для тех, кто прям профессионально занимается своим графическим делом. Эти люди уже поняли меня без лишних слов. Вот это как раз то, за что они готовы платить крупные суммы. А по остальным параметрам расклад вот такой. На борту есть базовые разъемы DisplayPort и 2 HDMI. Плюс к ним парочка USB-A, сами знаете для чего. И один Type-C с поддержкой зарядки мощностью 60 Вт. Хоть ноутбук от нее заряжай. Кстати, также есть парочка достойных динамиков общей мощностью 10 Вт. Конечно, музыку на таких слушать гиблое дело, но для созвонов, общения онлайн и просмотра видео их достаточно. По крайней мере, не придется отдельно докупать те же простые колонки за пару тысяч рублей. Так что, как по мне, классный рабочий монитор для профессионалов с настраиваемой матрицей и гибким эргономичным кронштейном. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.